Друзья, всем здравствуйте, всем хорошего дня и отличного творческого настроения. Ну что, мои хорошие, недавно у нас была тема, значит, я выставила в группе, в своей открытой, декоративные элементы. Еще не все, еще они будут выставляться. У меня огромнейшая коллекция, собирала я ее очень много лет. Спрашивали меня и в группе, и на ютубе, продаете вы, не продаете. Ну, в общем, как-то... Все мне было, не с руки, не было времени заняться тем, чтобы начать делать отливки, в общем, делиться своей коллекцией. Нашла я время, нашла возможность, и теперь постепенно у нас в группе, в товарах будут появляться мои декоративные элементы, но те, которые есть у меня. У меня огромное количество, 2 больших стеллажа, в общем, сразу, конечно, я все не могу выставить, но постепенно буду делиться, буду выставлять. Ребятушки, кому интересна тема пластикового декора, как приобрести, где приобрести, ссылочка на мою группу, где вы можете приобрести, будет в описании под видео. Заходите, смотрите, выбирайте. Ну и, соответственно, на пост о том, что у нас появились пластиковые отливки, посыпались вопросы. Вопросы были и до этого. И в группе тоже, также и в ютубе спрашивали, чем красить пластиковый декор. Не надо бояться, ребят, всегда есть выход. И этот выход сегодня я вам буду рассказывать. Все не так страшно, как вам кажется. Все довольно-таки просто. Что нам с вами понадобится? Пластиковый декор. Обычная акриловая краска, я сюда перелила, у меня здесь черная. Мы сделаем эту декорашку в черном цвете и позолотим ее. Значит, акриловая краска черная и клей ПВА. Еще один момент. Меня часто спрашивают, какой клей. И я работаю столярным клеем. Универсальный, жидковатый, не так хорошо держит поверхность, поэтому я работаю только столярным. Вот, либо суперклей, либо столярный клей, ну вот что-то из этой серии. И первое, что нам с вами нужно будет, акриловую краску просто замешать с клеем ПВА. Это наш первый шаг. Нет каких-то особенных пропорций. 2 капельки этого, 3 зернышка этого. Мы берем на глаз, просто вот, у меня тут палитрочка есть, вот я выливаю черную краску и добавляю на глаз также клей ПВА. 1 к 1, конечно, не нужно. Ну так вот добавили, чтобы понимать, что здесь клей ПВА есть. И размешиваем. Хорошо все перемешиваем нашу краску с клеем ПВА столярный. Размешали, в сторонку убираем. Теперь нам нужно нашу декорашку обезжирить, потому что когда мы выливали пластик, все равно заливали все это в силиконовые молды. В молде тоже свои какие-то масла есть. Ну, в общем, надо так сделать, чтобы она вся была у нас обезжиренная. Я буду обезжиривать техническим спиртом. У меня вот такой. Вы можете обычной водкой, white спиритом, у кого что есть. Может, обезжириватель у кого-то есть. Беру кисточку, смачиваю в спирте и полностью всю протираю нашу декорашку. Все, обработала спиртом, даю высохнуть. Пускай спирт испарится, а затем приступаем к покраске. Все, спирт испарился. Теперь будем окрашивать нашу декорашку в черный цвет. Нашу краску, смешанную с клеем ПВА. Наносим первый слой. Даем просохнуть. Часа 2. Пускай хорошенечко просохнет. 2-3 часа. Прокрашиваем все впуклости и выпуклости. Ну все, ребятушки, закончили красить. Теперь отправляем на сушку нашу декорашку. Пускай сохнет часа 2. Если хотите побыстрее, чтобы высохло, можно феном. Обычным феном, чем мы сушим голову.
Также потихонечку просушивать. Но не сразу высушили и дальше начинаем работать. Нет, все равно пару часов после высыхания, если сушите феном, должно постоять. Краска должна немного окрепнуть. Ну что, мои хорошие, все, просохла наша декорашка. Прошло 3 часа, полностью она высохла. Это мы с вами дали первый слой. Можно сейчас наложить второй слой, сверху там позолотить, посеребрить, кому как угодно. Но я хочу немножко поиграть цветами. У меня есть вот такой фиолетовый перламутровый цвет, краска это. А это пигмент голубой перламутровый. Вот с ними мы сейчас и поиграем. Немножечко разбавим этот черный цвет, отойдем от классики и пустим сюда нашу фантазию. Я кисточкой в углубление сейчас пройдусь фиолетовым цветом. Потом немножечко пройдусь голубым цветом сверху фиолетового. Поиграю немножко. Немножко потом притонирую черным цветом сверху, чтобы все это выглядело более-менее естественно. Так вот в некоторые углубления запущу фиолетовый цвет. В хаотичном порядке вот. Показываю вам поближе. Вот так вот. Накидала хаотично немножко фиолетового цвета. Сейчас сверху мы с вами прибудем голубым. Голубой цвет у меня пудра. Я ее прям вот так вот присыпаю. Где-то сверху фиолетового, где-то рядом. Ой, ребят, очень красиво получается. Такая игра цветов. Черный, голубой, фиолетовый. Они очень здорово между собой смотрятся. Показываю вам на перелив, чтобы вам видно было. Вот что у нас с вами получается. Сейчас я немножко притонирую черной краской, чтобы у нас не было так ярко, а просто где-то там из углублений выглядывало. Вот где-то голубое, где-то фиолетовое. Берем нашу черную краску, излишки убираем и немножечко вот так вот приглушаем этот яркий цвет. Пусть оно выглядывает где-нибудь украдкой так у нас. Где-то голубенькое, где-то фиолетовое. Вот таким образом немножечко мы с вами спрятали яркость этих цветов. Теперь они кокетливо выглядывают из-под черного цвета, так, чтобы не особо бросались в глаза, но тем не менее их было видно. И свою роль вот эти цвета тоже играли в этой композиции. Вот так вот, видите, я их приглушила. Где-то они выглядывают, поблескивают, но уже не так явно. Вот что у нас получается. Отправляем на сушку еще на часа 3. Пускай сохнет. Все, подсох наш второй слой краски. На втором слое мы сейчас будем покрывать лаком. Я сюда отлила себе в баночку. Покрывать я буду акриловым лаком. Ребят, раскрасила я акриловой краской. Значит, и лаком я буду покрывать акриловым. Либо акрил-уретановым. У кого какой есть. Покрываем нашу декорашку полностью лаком. И даем еще час-два высохнуть. Высох наш лак. Все. Готово. А теперь сверху я немножечко позолочу. У меня есть 2 оттенка золота, патины жидкой. Это не самодельное, можно было и самодельное, но у меня нет под рукой готовой самодельной. А есть остатки вот такой вот покупной патины. Светлое золото и чуть потемнее. Вот ими мы сейчас сверху и пройдемся по этой декорашке. Беру кисточку. Сначала пройдемся темным. Излишки убираем и слегка, как перышком, вот так вот. По выступам полностью пройдемся кисточкой.
Прошлись темным золотом, а теперь сверху пройдемся светлым золотом. Точно так же излишки все убираем и чуть-чуть, прям в нескольких местах. Достаточно. Показываю, что получилось. Вот такой вот декор у нас с вами получился. На камеру, конечно, особо не видно, но я-то вижу. Здесь переливание цветов идет. И фиолетового, где-то голубой выскакивает. Светлое золото, темное золото, черный классический цвет, основной наш. Ну, в общем, очень красиво получилось. Ну, а теперь, мои хорошие, подытожим. Покрасили мы с вами наш декоративный элемент. За полдня, получается, покрасили, высохло, залакировали, покрасили, все это высохло. Ушло на это у нас полдня. Но это не значит, что сейчас краска прилипла к нашему декоративному элементу, именно к пластику, прям вот намертво. И мы вот, если сейчас не начнем царапать все это, не отдерем, отдерем. Как и от пластика, как и от дерева, как и от любой другой поверхности. Потому что краске нужно время. Как любому лакокрасочному покрытию нужно время для того, чтобы она набрала свою силу и хорошо сцепилась с поверхностью. Первым слоем мы с вами покрывали, это и грунт, это и первый слой краски. То есть акриловая краска с клеем ПВА, столярным, ребят, столярным. Универсальный, он жиденький, он не такой сильный для того, чтобы хорошо сцепиться с поверхностью. Поэтому старайтесь использовать столярный клей. Для хорошего сцепления с поверхностью краске нужно минимум 2-3 недели. И тогда она хорошо и зацепится, и закрепится, и будет очень сильной и прочной. И тогда вы уже ноготочком или еще чем-то ее не сможете содрать. Она будет держаться очень крепко. Еще один такой наболевший вопрос, который часто задают. Как клеить пластик? Вот мы с вами задекорировали его. Все красиво, все замечательно. Как же его приклеить так, чтобы он хорошо держался? Вот здесь, нашу обратную сторону, мы должны с вами пошоркать наждачной бумагой, 40-кой, 60-кой. Но так пошоркать, чтобы глубокие были бороздки, чтобы вот этой гладкости здесь не было, чтобы поверхность была шершавая. После того, как мы с вами пошоркали нашу заднюю часть, помещаем наш декоративный элемент в разогретую духовку. Я обычно разогреваю градусов на 180, потом выключаю духовку и помещаю туда декор. Почему в духовку? Почему не в микроволновку? Ребят, обычно декор покрывают сверху чем-то блестящим. Либо золотом, либо серебром. А микроволновка жутко не любит все блестящее. Она огрызается. Поэтому может произойти в микроволновке реакция, и вся ваша краска просто-напросто вспучится. Поэтому не надо ложить в микроволновку, а укладываем все это в разогретую духовку на 1-2 минуты. Разогреваем декор. Предварительно у вас уже должен быть приготовлен клей. Я обычно приклеиваю либо на полимерный клей, либо на клей Момент Кристалл, резиновый, ну что-то из этой серии. Вытащила разогретый декор, перевернула обратной стороной, нанесла на разогретый декор клей и тут же его приклеиваю к поверхности, которую я подготовила для декора. Прикладываю декор, придавливаю и держу минуты 2, чтобы пока он остынет и чтобы хорошо зацепился. Все, вот таким образом декор у вас приклеится пластиковый намертво. Когда остынет уже декорашка, хорошо клей схватится, потом вы уже точно его не отдерете. Вы знаете, я ведь сегодня не зря работала с декоративным элементом не просто в классическом стиле, то есть покрасила его в какой-то однотонный цвет и позолотила либо посеребрила. Я немножечко здесь поимпровизировала, добавила других красок, других оттенков. Почему? Вы знаете, мне очень много пишут в личные сообщения. Хотят люди заниматься творчеством, хотят что-то сделать свое, но почему-то боятся. Боятся отступить от правил, боятся сделать что-то не так.
боятся, что это будет неправильно и некрасиво. Глупости, просто глупости, ребят. Вы понимаете, все известные художники, они ведь тоже не сразу родились известными. Не было такого, что мамка родила, и вот он рождается с кисточкой, мольбертом там вот сразу, и вот он такой известный. Нет, они тоже с чего-то начинали, и у них тоже не все сразу получалось. Вот у нас есть такая картина, может быть, кто-то слышал, может быть, кто-то даже видел. Я видела. «Черный квадрат» Малевича. Я не знаю, ребят, ну вот я видела эту картину. На меня она, ну, особого впечатления не произвела. Ну, правда. Какие у меня ассоциации были с этой картиной? Какая-то пустая рамка, в которую хочется что-то вставить. Вот я вам желаю, чтобы каждый из вас в эту пустую рамку вставил свое творчество, свой кусочек творчества, то, что вам нравится, то, что радует ваш глаз и греет вашу душу. И не важно, что подумают или скажут об этом люди. Самое главное, что это нравится вам. Творите, не бойтесь. Идите только вперед. Если не получается на первых порах, дальше обязательно получится. Вы все научитесь. И сочетать цвета, и вовремя останавливаться в декоре, и какие картинки куда клеить. В общем, все это придет со временем и с опытом. Верьте в себя и любите свое творчество. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых мастер-классов. Пока, ребятушки!